мы вообще ни хрена не умеем, что приходится просто так в автобусе стоять. Ага, работа для ленивых и нелепых. Приколись, я вчера видела, как один спал на заднем бегу. Ну что там случилось уже в конце-то концов? Мы поедем когда-нибудь или нет? Доедем мы куда-нибудь или не доедем? Ну вот. Килька растаяла, все. Все теперь. Ай. Ай. Да что же это такое-то, а? Случилось что-то? Извините, пожалуйста, у нас что-то произошло? Тель! Юхтунут не даги! Автобус стоит. Никто никуда не едет. Что сюда, конечную перенесли, что ли, а? Я не знаю. Нормально. Как ты не знаешь? Я не знаю, а кто должен знать? Ты же у нас ресисатья. Тебе, между прочим, зарплату моими налогами платят. Да? Фига себе, какая яростная бабулька. Это все заливать надо. Никто ничего не делает. Я просто поражаюсь. Молодые люди, чем вы занимаетесь? Я с 12 лет картошку копала, между прочим. Да, потому что жизнь заставила. А эти ничего не делают, бездельники. Я не раскатывалась целыми днями в автобусе туда-сюда. Это работа разве? Между прочим, лучше бы пенсию нам, пенсионерам, бы повысили хоть немножко. Вместо вот этих вот так называемых рабочих мест. Тут работали все. Водитель не объяснил, что произошло с автобусом. Ну и громче говорить даже не может. Совсем немощный. Водитель Доходяга. не объяснил, что произошло с автобусом. Он там ремонтирует. А меня сократили, фирма обанкротилась, вот и работает. Сократили. Понятно, что сократили. Еще бы, ты же, наверное, спал на своем рабочем месте. Сократили. Я бы такого тоже сократила. Я 40 лет проработала на одном предприятии. Вот от звонка до звонка. Все. Между прочим, мне нечего ухмыляться, меня все уважали. Да, я была ценным работником. Это вот теперь только пожилым мне место в транспорте не уступает. Пенсия курам насмех. А Килька моя вся стухла здесь в этом автобусе вашем. Кот теперь будет голодный. Кто мне эту Кильку купит теперь? Ты что ли? На свои гроши. Ресисатья. Ценный работник. Да сейчас все по-другому совсем. Нормальные люди в автобусах не ездят. Что? Что ты знаешь про нормальных людей? Это что, оскорбление, что ли? А где эти нормальные люди? Вы-то почем знаете? Мы знаем потому что нам надо работать и учиться одновременно. Кто за учебу платить будет? Мама с папой? У них денег нет. Отцу пришлось уехать на заработки, чтобы как-то лизинг выплатить. А я уже третий день одни макароны ем. Чтобы нормально работать, нужно хорошо учиться, а не получается. Потому что приходится работать, чтобы за эту учебу платить. А вы говорите, ленивые, да мы пашем как черти, чтобы не стоять в автобусе с одной жилетки. А что они как черти? Мало ли, уже упахались все. Надо было лучше учиться, чтобы на бесплатном учиться. Мы тоже грамотные, слава тебе, Господи, знаем, почему платят за учебу. Лизингов понахватали. Все вам мало, все жируете, все вам недостаточно, все вам надо новое и самое лучшее. Старайтесь потише, пожалуйста. Вот сидит мужик, сидит он в газету, ткнулся, белую рубашку напялил, что там читает. Глухослепой, глухонемой, я не знаю. Да что, вообще мужиков совсем не осталось? Не могу. Вырожденцы. Конец света точно скоро наступит. Точно. Бабы в штанах ходят, мужики без штанов ходят. Мужчины, ну пойдите уже, сделайте что-нибудь. Вы
Вне остановки пассажиров не выпускаю. Это запрещено. Откройте дверь. Да не положено. Ждите. Нам нужно выйти. Дверь. Выпустите, мне надо выйти. Скоро поедем, ждите. Не, ну это беспредел какой-то, ну сколько мы будем здесь стоять? Выпустите, мне нужно ехать дальше. Откройте дверь, пожалуйста. Скоро поедем, ждите. Что, не понимаете, мне нужно Нет, ну ехать это дальше. беспредел какой-то, мы когда-нибудь поедем или нет? Откройте дверь. Так, тихо! Это вооруженный захват автобуса, никто никуда не выходит. Мы меняем маршрут, все на свои места сели быстро. Все сели на свои места, пожалуйста. Ты чего там разорался? Ты расслабься, парень. Успокойся. Я нашел неисправность. Я сейчас только там одну штуку подправлю, и мы поедем дальше. Ну иди, Ага. поправляй. Ага. А все остальные остаются на своих местах. Я выпущу вас на границе. Только никому не звоните, пожалуйста. Нет, не буду. На какой границе? Ну, ты что? У меня ж дома котик не кормленный. Ну, ты что, обиделся, что ли? Ну, так, Мужик. извинимся. Ты расслабься. Пистолет убери и давай поговорим. Может, тебе денег дать? Сколько можно говорить? Только говорят и говорят, ничего не меняется. Тишины хочется. Эй, там, хватит скрестись! У тебя что, телефон? Камера? Нет, я не снимаю. Погоди, не убирай. Погоди, сейчас ты будешь твоим этим оператором. Так, погоди. Наведи и снимай. Я сейчас... Что за бред? Я сейчас... Так, погоди. Вот доедем, ты это сразу же в интернет выложи, ладно? Так, снимай, короче. Значит, так. Уважаемые политики, у меня высшее образование. Я стеклодув, закончил художественную академию. Я работал в мастерской, делал вазы. Красивые такие. И... Сейчас, подожди. Значит, давай без вот этого, без бумажки. Я заново все, да? Можно заново, да? Я без бумажки скажу, значит. Все, что думаю, скажу. Значит, вот вы все тут думаете, что я занимаюсь бестолковой работой, да? Что я тут ничего не делаю. А я, между прочим, людям помогаю. Пенсионерам. Вот вам, пенсионерка, я же помог вещи занести. Маму помогаю, детям. Я помогаю, большинство жителей вот этой моей родной страны попросту игнорируют все вокруг. Им плевать. Вам плевать. Вот как я устал от этого вашего безразличия. А еще здесь перестали улыбаться. Здесь перестали благодарить, перестали хвалить, перестали верить. Единственные улыбки, которые я вижу, скалятся на меня с предвыборных плакатов. Страна живет 4 года, умирает, рождается и снова живет 4 года. Как же это все лицемерно, да? Храмы для голосов одних, бронзовый солдат для голосов других. Перед выборами такая суета, забота. Но как только все проголосовали, страна вновь погружается в это жуткое болото предвыборных обещаний, которым никогда не суждено сбыться. А вчера мне сказали: уезжай, Тибло, обратно, в Россию. В смысле уезжай обратно? Я же здесь родился, я здесь вырос. Я в России-то был всего 2 раза, и то со школьными экскурсиями. Знаете, я поеду. Я поеду. Небось, там нужны стеклодувы.
буду человеком без родины, с дыркой в сердце. Но зато избегу всего этого уныния, буду людям помогать. Ведь здесь-то это никому не нужно. Хорошая речь. Я тебя полностью поддерживаю. Да, согласен. Бизнес задушен. Политика мелкая. Ты представляешь, что тебе грозит за ношение оружия и вот эти угрозы? Ты же сразу потом в тюрьму. А это куда хуже, чем быть Рейси Сатья. Давай так. Выдохнем, успокоимся, и ты уберешь пистолет. Я обещаю, все будет хорошо. Ты ведь сказал, что никого убивать не собираешься. Мы же тут ни при чем. Ну все, готово. Я не хотел! Я не хотел! Ты что? С ума сошел? Дебил! Ты же сказал, что все починил! Да пошел ты! Ну я не знал, что пистолет заряжен. Я думал, там холостые патроны. Я не хотел. Мы ведь можем ехать. Правда, мне нужно в Ивангород. Мне нужно ехать. Мне нужно ехать. Мне нужно ехать в Ивангород. Мне нужно ехать. Мне нужно